Дорогие друзья, вас приветствует канал «Домашняя кухня». Друзья, привет всем! Сегодня с вами готовим тефтели. Тефтели у нас будут из фарша, который состоит из курицы и свинины. Нам понадобится полстакана риса, я его уже отварила, 100 грамм сметаны, чайная ложка с небольшой горкой томатной пасты, 2 чайные ложки соли, пол чайной ложки перца, зелень, лук и укроп, 5 луковиц небольших. Если у вас большие, то 3 луковиц будет достаточно, 1 яйцо и половина моркови. Фарша у нас тут килограмм 130 грамм. Итак, приступим. Друзья, для тефтелей нам нужно сварить полстакана риса. Объясняю для новичков, как это сделать. Вот тут у нас в кастрюльке кипит вода. Воды наливайте просто побольше, без всяких условностей. Добавляю чайную ложку соли, размешиваю. Вот этот рис в стакане нам необходимо промыть. Вот, друзья, на таком умеренном огне мы варим рис. И вот такое размеренное у нас кипение. Нам рис нужно сварить до полуготовности, поэтому, когда увидите, что зерна риса уже разбухли, но как бы готовы не до конца, выключаете газ, отбрасываете рис вместе с водой на сито, и промывать его не нужно. Даете остыть рису. Сейчас я измельчу фарш через мясорубку вместе с луком. Итак, фарш наш готов. У меня на фарш ушло 3 луковицы, 2 осталось на зажарку для подливы. Я измельчила лук и укроп. Теперь добавим немного зеленого лука и укропа в фарш для запаха и аромата. Добавим перец, соль, рис, который мы уже отварили, и часть сметаны. Три чайные ложки. Оставшаяся сметана у нас уйдет на подливу. Теперь наша задача хорошо вымешать фарш. Приступим к вымешиванию. Друзья, при вымешивании фарша я обнаружила, что фарш такой достаточно тугой. Для того, чтобы у нас изделие получилось мягеньким, сочным и вкусным, мы добавим 100 мл воды. Опять вымешаем. Консистенция фарша должна быть такой вот, как тесто вы берете, оно пыхтит, нежное, пышное. Вот таким же должен быть и фарш, то есть он не должен быть сухим. Вот после добавления воды я увидела, что фарш стал именно таким, каким он должен быть. Теперь добавим яйцо в фарш и хорошенько вымешаем его с яйцом. Яйцо добавляется, чтобы фарш держал форму в готовом изделии. Желток и белок будет хорошо этому способствовать. Фарш вымешали. Теперь необходимо ему дать время настояться. Теперь приступим к формированию наших тефтелек.
На смоченную водой тарелку, чтобы не прилипали тефтельки, будем выкладывать наши тефтели. Я делаю тефтели не большие и не маленькие, вот такие средние. Руки необходимо смачивать водой, чтобы фарш не прилипал. Немножко вот так их побросать, чтобы они имели круглую форму. И выкладываем их на тарелочку. Итак, друзья, дно противня я застелила пергаментной бумагой. Наливаю немножко масла и распределяю его. В миску добавим муки и хорошо обваляем наши тефтели со всех сторон. Укладываем в рядочек на противень. Тефтели обжаривать не надо. Теперь для того, чтобы наши тефтели хорошо пропарились в духовке, нам необходимо добавить воду. Пока добавляем пол-литра воды в тефтели. Воду мы добавили, и теперь нам необходимо укрыть тефтели фольгой. Вот так сделаем. Два раза. Это будет гарантия того, что наши тефтели приготовятся и не сгорят. Будут сочными. Вот в таком виде мы ставим тефтели в духовку на 180 градусов. Режим у меня конвекция включен. На средний уровень на 45 минут. После того, как наши тефтели постоят полчаса в духовке, мы еще дополнительно к тефтелям добавим зажарку вот из этих овощей, которые у нас есть, и откроем фольгу, чтобы они немножко приобрели румяный цвет. Итак, ставим тефтели в духовку на 180 градусов пока на полчаса. Я налила в сковороду масла растительного так, чтобы вся поверхность сковороды была покрыта маслом. И теперь отправляем наш лук и морковь обжариваться. Теперь, друзья, для того, чтобы получить полноценную подливу для наших тефтелей, мы добавим столовую ложку муки с горкой в нашу зажарку. Размешаем. И продолжаем жарить. Минутки 3. Не забываем помешивать, чтобы лук и морковь не пригорали, иначе испортим вкус основного блюда. Вот когда увидели, что лучок начинает карамелизоваться, теперь можно добавить сюда томатную пасту. Размешиваем хорошенько. Сюда же добавляем
укроп с зеленым луком, ах, какой аромат пошел! В эту вкусную смесь мы добавляем сметану. Грамм у нас ушло в фарш, и 50 грамм осталось для подливы. И тут же добавляем воду. Пол-литра. Огонь уменьшаем. Размешиваем, чтобы не было комочков. Варим нашу подливу до загустения. Подливу необходимо поперчить и посолить по вкусу. Посолим. Где-то чайная ложка соли. Чуть больше, учитывая то, что у нас вода в тефтелях без соли. И поперчить надо. Немного, чуть-чуть. Подливу нужно попробовать на вкус. Она должна быть немножко чуть более соленой, чем вам бы хотелось. Потому что мы не солили воду, которую добавляли в противень к тефтелям. Друзья, вот такая подлива у нас получилась. Для баланса вкуса я еще добавила сюда пол чайной ложки сахара. И довела ее до кипения, чтобы показались первые пузырьки на ее поверхности, и выключила. Достала, прошло полчаса, достала из духовки наш противень с тефтелями. Аккуратно теперь снимем фольгу. Вот они у нас какие красивые. И сейчас в этот противень мы добавим нашу подливу. Добавлять будем по ложечке на каждую тефтельку, чтобы каждая тефтелька покрылась этой ароматной подливой. Нашу подливу мы отправили в противень. И у нас получился вот такой замечательный соус для тефтелей. Сейчас мы опять отправляем противень с тефтелями в духовку. Мы ее не выключали. Там по-прежнему температура 180 градусов. Отправляем, но уже без фольги. На минут 15-20. Для того, чтобы у нас образовалась небольшая золотистая корочка на тефтелях. Друзья, ну вот я достала наши тефтели из духовки. Вот они имеют какой красивый вид. Ну а сейчас покажу, какое у нас блюдо получится на тарелочке. Вот такие аппетитные тефтели у нас получились. Они очень вкусные. Их можно даже давать маленьким деткам, поскольку тефтели даже не обжаривались. Все готовилось в духовке. Попробуйте приготовить. Я уверена, вам понравится. Жду вас на своем канале. Подписывайтесь и до новых встреч. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал, за лайки и отзывы. Готовьте с удовольствием. Всем здоровья и процветания!